Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHunter. Как обычно, я для вас продолжаю разбирать проекты, которые находятся на ранних стадиях. Отбираю из них самое лучшее, потенциально, которые потом, когда выйдут на рынок, будут действительно что-то из себя представлять. Но тем временем мы, пока проект разрабатывается, можем приобщиться к нему и помочь разного рода активностями, типа амбассадорских программ, нод, тестнетов, и получить токены бесплатно. Тогда как большинство будет покупать монету с рынка, когда она уже с большой вероятностью сильно вырастет, и тогда есть риск не только не заработать, но и потерять. Поэтому такая стратегия одна из лучших особенностей на медвежьем рынке, где мы просто вкладываем свои усилия и ничем не рискуем. Сегодня мы разберем с вами тему модульных блокчейнов. Это блокчейны, которые находятся в стадии разработки, пока еще нет ни одного блокчейна, который бы можно было так назвать. И что же они собой представляют? Для начала возьмем в пример обычный блокчейн. Вот он, Ethereum. И в любом обычном блокчейне есть несколько слоев, с которых он состоит. Или, можно сказать, компонентов. Всего таких компонентов есть 4. Первый — это консенсус. Он отвечает за безопасность, согласованность транзакций и их порядок. Второе — это доступность данных, необходимая для информирования пользователей и программ о текущем состоянии сети. Третье — выполнение. Это сообщения, согласованные, предшествующие предыдущие уровни, то есть предыдущие уровни консенсус и доступных данных, и переходят они к уровню исполнения, которое обеспечивает вычисление и обработку этих сообщений. Например, это может быть выполнение транзакций или, допустим, вывод вашего текущего баланса. И четвертый уровень — это наименее значимый, регулировка. Это уровень, объединяющий все предыдущие. В принципе, иногда регулирование даже не указывается. Указываются главные вот эти три. Из этих 4 компонентов обычно и состоит любой блокчейн, который вы знаете. Его условно можно назвать монолитным. И сейчас в разработке находятся модульные блокчейны, или как по-другому они называются, просто модульный уровень выполнения даже без слова блокчейн. Почему без слова блокчейн? Потому что модульные уровни состоят только из некоторых из этих компонентов, а не сразу из всех. Это может быть и один компонент, и 2, и 3. И таким образом это не полноценный блокчейн, а лишь только уровень из этих блокчейнов. И сегодня у нас речь пойдет про Celestia и Foil, каждый из которых отвечает лишь только за некоторые компоненты, но благодаря такой спецификации есть возможность сделать намного более лучше эти компоненты, эти части компонентов, нежели если они будут сразу все в одном блокчейне находиться. И при этом, когда их делают, допустим, Celestia у нас может отвечать за доступность данных и консенсус, вместе разрабатывая только 2 эти компонента, можно добиться намного лучшей результативности. И причем потом этот, в данном случае уровень выполнения, он может просто объединяться с другими уровнями выполнения, которые вместе уже будут составлять полноценный блокчейн. Но зато при разработки по отдельности результативность суммарная потом этого блокчейна будет намного лучше, будет намного, допустим, выше производительность при той же безопасности, той же децентрализованности. И давайте разберем эти 2 проекта, на которых я остановился. Модульный уровень выполнения под названием Foil, видите, я его даже не называю блокчейном, он отвечает за уровень выполнения. То есть вот за данный уровень выполнения транзакций, и благодаря такой своей спецификации, как они сами заявляют, является самым быстрым уровнем выполнения. Изначально сам Foil разрабатывался просто как Layer 2 решение, но разработчики сказали, что Layer 2 не дает полноценного решения. Если мы посмотрим на существующие, стоимость их транзакций довольно-таки высокая, и пропускная способность, не сказать, что прям супер быстрая. И благодаря такому вот полному разделению, тому, что они разрабатывают уровень выполнения с нуля, потом можно добиться намного большей результативности, чем если бы просто разрабатывали Layer 2 решение. Что представляет собой Celestia? Собственно, как мы видим с данной таблички, это доступность данных и консенсус. 2 компонента, которые дают возможность блокчейн сделать максимально безопасным и децентрализованным, потому что Celestia сугубо
сугубо заточена на эти два компонента. Таким образом, любой другой блокчейн может прийти к Celestia, достроить два оставшихся уровня, и как бы что бы они там ни делали, безопасность и децентрализация останется той же, что изначально построили в Celestia. То есть, и таким образом, опять же, разделяя, создавая проект с раздельными вот этими компонентами, есть возможность его максимально сделать эффективным. И когда уже два блокчейна будут объединяться, в данном случае это может быть Celestia и Fuel, эффективность этого блокчейна суммарно будет намного лучше, нежели если бы эти все компоненты находились в одном блокчейне. При этом эти компоненты могут быть и не обязательно из двух, могут состоять из одного. Причем это касается сразу и Celestia, и Fuel. Как вы видите сами с таблицы, есть разные вариации, когда есть Celestia, Fuel, когда есть, допустим, Celestia, Ethereum и Fuel, и каждый компонент отвечает, имеет отношение к определенному блокчейну, ну или в данном случае не блокчейну, а уровню выполнения. Давайте теперь разберем инвестиции в проект. На Crunchbase я открыл страничку с Phil Labs. Здесь солидная сумма инвестиций 81 миллион долларов. На страничке Celestia тоже солидная сумма 56 миллионов долларов. И стоит сказать, что эти инвестиции прошли буквально недавно. 18 октября это буквально на днях в Celestia. И месяцем ранее в Phil занесли тоже практически всю сумму 80 миллионов долларов. Что там есть Tier 1 фонды, Alameda Research и Blockchain Capital мы видим в Phil, и видим также Blockchain Capital и FTX Ventures в Celestia. К слову, если вы откроете наш телеграм-канал, мы еженедельно каждую субботу публикуем топ инвестиций от разных фондов, и с помощью хэштега фонды вы можете перейти к любой инвестиции и посмотреть, куда занесли сколько. Ну, допустим, видно из последней новости сегодняшней, что занесли в Celestia 55 миллионов. Вы можете кликнуть сюда, перейти на сайт инвестиций или на непосредственно сайт самого проекта. Переходим теперь к самому важному и интересному, это тому, на чем можно в проектах заработать, пока они разрабатываются. Обязательно, конечно же, в первую очередь нам нужно подписаться на дискорды проектов, ссылочку на них я оставлю в описании. В Phil планируется и амбассадорская программа, и тестнет. В Celestia планируется только тестнет. Таким образом, необходимо проявлять активность в дискорде Phil в первую очередь, чтобы претендовать на амбассадоры. Тестнет же мы можем потом поставить с большой вероятностью, независимо от того, насколько активными вы были в дискорде. По поводу того, какую активность нужно делать, чтобы попасть в амбассадоры проекта, на примере Phil вы подписываетесь на Discord, в этом разделе сразу выбираете свою роль, обычно это роль контентщика, и дальше есть разделы такие, допустим, как community контент, люди в своих социальных сетях, допустим, таких как Twitter, Telegram, Medium и другие публикуют, допустим, статью, это может быть рерайтинг существующей статьи, профил, и ссылочку оставляют здесь. Точно так же раздел Translation, допустим, что-то новое опубликовали в Phil, допустим, в разделе анонсы, вы взяли, перевели этот текст там на русский, на украинский, еще на какой-то язык и оставили ссылочку здесь. И делаете такого контента побольше, ну, в принципе, 5 статей достаточно. Еще делаете мем, и потом, когда будет форма для попадания в амбассадоры, указывайте просто, что вы сделали для проекта, и тогда с большей вероятностью вас возьмут в амбассадоры. Также по ссылочке у нас есть крутейшая вот такая табличка, в которой по каждому проекту, который мы разбирали на YouTube, есть текстовая выжимка. Вы можете буквально, не открывая более подробную информацию, с этого окна посмотреть, где, в какой проект сколько заинвестировали, в каком проекте есть амбассадорская программа ноды, и когда последний раз этот проект обновлялся нами, потому что мы эту табличку еще постоянно обновляем. Или же открыть проект вот так и посмотреть в нем более детальную информацию. Все то же самое, что на YouTube, только в
краткой и ссылочками на источники. На сегодня, собственно, все. Всем хорошего настроения. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там информация выходит быстрее.